Ну вот, утро наступило, 1 января. Ночью снег был, мощный снег. Как выбираться буду отсюда? Это вопрос. Вон видно, крышечка для трубы помогла. Не насыпался снег. Ну, внутри вот так. Сейчас печь разожгу. Буду отдыхать. Думать, как выходить отсюда. Завтра, наверное, пойду. Но снег, конечно, это тяжело. Это да. Торопить придется дорожку. И потом в несколько заходов выходить. Лыж-то нет, ни снегоступов, ничего. Падают ветки с деревьев. Вот кое-какие дрова заготовил. Да, лес, конечно, красив. Только на меня ничего не упало. Ну, вроде такого тут нет. Прям ровно над палаткой. Будем надеяться на лучшее. Зимний лес. Он от той вот упавшей сосны сырой. Я вчера отпиливал брусочки такие, кусочки. И топил. Хоть она и сырая, но вместе с сухими ветками хорошо горит. Она довольно толстая. И вот решил я произвести эксперимент. Как будет работать солнечная батарея в зимнем лесу. Оказалось, что работает. Если удастся подзарядить павербанк, будет очень хорошо. Это вот такая маленькая солнечная батарея легкая. От рассеянного света работает. Ну вот. Сейчас тут 47%. Посмотрим. Павербанк испачкался в парафине. Со свечками вместе я его по глупости положил. Но это не страшно. Вот. Так что солнечная батарея, дай бог, поможет. Но у меня еще один есть павербанк. Совсем я без электричества-то не останусь. Еще продержусь немного. Вот посмотрите, как красиво. Падает снег, ветки ломаются. Потеплело немного. Где-то -2. Но это не очень хорошо, кстати. Мокрый снег. Проторопил дорожку для выхода. Туда вот ходил. Вот. Туда. Чтобы потом было проще выбираться.
Потому что по целине снежно идти после снегопада удовольствие то еще. А так протропил немного, еще похожу по ней, и будет у меня нормальный путь для выхода. Даже если снег пойдет, все равно это хотя бы ориентир. Вот какая ветка. Красиво тут. А вот, собственно, река. Недавно видел, как реку перебежал какой-то зверек. Маленький. Кто это? Куница. Не знаю. Черного цвета. Вот там вот вдалеке. Где-то вот там. В этих местах. Пробежал он. С левого берега на правый. Хвост виден был. Вот палатка стоит, печь там работает. Сейчас что-нибудь поем. Устал, конечно, вчера сильно. Рюкзак тяжелый, с непривычки-то. Эх. И вот такие вот тут ветки. Падает, как лавина все равно. Во. Вот так вот. Вот елка. Летом все это выглядит совсем иначе. А тут хорошо и зимой, и летом. Ладно, пойду заниматься делами дальше. Ну вот, приступил к растапливанию снега. Сейчас сделаю что-нибудь покушать. Может, те же пельмени сварю. Полпачки вчера сварил. Несмотря на то, что устал, думаю, надо поесть. Тем более пельмени в чем плюс их? С маслом их можно есть. Просто так масло холодное есть не будешь зимой. Неприятно это. С хлебом там, ну можно, но не то. А тут с пельменями и с бульоном. О, как там шипит. С бульончиком, с перцем, до чеснока добавил. Приправ всяких. После усталости такой поел, чайку попил и заснул хорошо. До 6 утра спал. В 6:15 где-то в туалет захотелось. Ну что делать? Встал, вышел. Все кругом снегом. Палатка вся снегом засыпана была. Вот спал-то я в спальнике. Это Бас-Каракарам спальник. Коврик Терморест Экстерм. Очень комфортно, тепло. Так хорошо я давно-давно не спал. Не хотелось вставать, вылезать куда-то там. Но нужда заставила выйти наружу. Справил нужду, вернулся и еще поспал. Чуть не до 10 часов. Выспался, отдохнул. А он, кстати, титановая лопата лежит. А вот с трубочкой для раздувания беда случилась. Я ее не заметил и сел на нее. Вот так. Поломалась она. Ну ничего, закажу еще. Мне кажется, у меня еще дома есть одна такая. Вот. Видно, печь раскочегарилась. Дыма-то нет. Вот эти вот растяжки, все нормально держит. Веревка не горит. Потому что там он из нержавеющей проволочки такие сделаны специальные детали.
Вот, их эти самые карабинчики. Раз, там все. Ну, я двумя сделал растяжками. Просто на всякий случай. Мало ли ветер, снег, что-нибудь упадет. Да кто его знает, тут вон ветки такие падают. Вот лес. А там заряжается повербанк. Работает солнечная батарея-то. Сколько тут уже? О, на 10% за это время. За сколько? Полчаса, минут 40 прошло. 57 уже. А что на улице? Какие климатические условия? Теплело. Вон. Всего-то лишь минус 1,4. Но такая погода, это не сказать, что прям очень здорово. Влажный, липкий снег. Вот я сходил, собрал ветки там. Вот они хорошо горят, сильно горят. А так и надо, чтобы воду растопить, да что-нибудь сварить. А потом вот стой, вот еще напилю. Вот сломалась сосна. Сырая она. Ну, в жаркой печи все равно горит и помедленней. Толстая достаточно. Как раз влазит в дверцу. Ой, вот, видно, сколько снега. Я стряс. Ну, кстати, палатку удалось починить. Вот. Как новая. Силиконом чинил. С одной стороны изоленту, не изоленту, скотч наклеил. Ну, обезжирил там. С другой стороны силикон нанес. Когда он высох, скотч оторвал. И все то же самое повторил с другой стороны. И оказалась достаточно прочная заплата. Так что вот так можно делать. А там река. Вот это вот река Бужа. Зимой. А вот шарик висит. Вот он. Принес его сюда, чтобы хоть какое-то настроение было новогоднее. Вон еще один. Там он я даже отражаюсь. И другой. Куртку повесил. Палки стоят. Вот такой быт. Эх. Вот палатка. Сейчас попилю еще дрова. Подложу. Прогорает, конечно, на полном огне быстро. Но и, в общем, дает нормально так огня. Вот почему поверхность должна быть большая у печки. Вон, видно. 3 предмета стоит. 2 кастрюли и чайник. Там что-то уже закипать начинает. Чайник, наверное. Поверхность верхняя должна быть как можно больше. Снег, когда тает, сильно убывает в объеме. И надо посудин несколько, чтобы снега натопить так. Это на одного человека. А если не на одного? Ну, в общем, вот, печь проявляет себя прекрасно. Хорошо проявляет себя печь. Пойду-ка я попилю дрова. Вот эти веточки попилю. Рукавицы такие есть. Пока там вода готовится. Его потолще такая. Так. Это у нас что? Каким образом ее лучше будет?
снега надо их отрисать. Снег там в печи ни к чему. Вот. Немного попадет, не беда. А много может все затушить угли. Выйди. Ага. Это расставил. Это расставил. О, кипит. Кипит. Вот сюда. И сюда. Вот так. Уже можно пельмени варить. Сейчас это и сделаю. Солить водичку надо. Солить. Так. Надо сегодня все подъедать. Что тут, блин, продуктов. Ай. Вот так. Вот пельмени из щуки. Мусор туда. Меч. И мешать надо пельмени, чтобы не слипали все. И пусть варится там. Даже туда специи надо прибавить, чтобы запах был хороший. Так, и черного перца тоже немного. Пусть варится теперь. Я пойду еще, я так не пилю. Так, и воду надо еще, воду на чай набирать. Воду на чай набирать буду. Вот, воду. Нелегкое дело. Что-то упало в лесу. Рукавички.
Так. Вот набрали. Теперь сюда. Это чай буду делать. Буду делать чай. С той стороны я не набираю снег. А почему? Дело в том, что в ту сторону утром я ходил в туалет. Ну и, естественно, там снег-то желтый уже. Ух, вот это да, распрямилась. Вот это да, стрёмные дела, вот такая обрушится. А это причем сухое дерево. Вот бы оно сломалось, было бы здорово. Хорошие дрова. Ну как распрямилось. Вот сейчас подморозит, снег станет по суше, и тут будет распрямляться. Ох. Еще надо... Оп, сама сломалась. Опа, вот так. Можно и не пилить особо. Раз еще туда. А потом схожу попилю сырую. Попилякую сырую. Скоро пельмени будут готовы. Поем. Очень хорошо пельмени в таком походе. Хорошо, вот пельмени есть. Ну вот, растапливается вода. А вот пельмень тут. Вот они. Сейчас я их аромат идет. А тут вода для чая будет. С маслом поем. Масло хорошо есть. Сливочное. Вот у меня тут что? Сливочное масло. Это смесь приправ. Черный перец. Перец каенский. Острый перец. Соль. Так, надо еще чеснок посмотреть. Вон там продукты лежат. Много их. Часть придется, видимо, выбросить. С собой не поволоку. Вон там голова рыбы в снегу находится. Посмотрим. Может, вечером сварю с картошкой. Вроде не замерзла картошка. Плюс, ну, тут тепло. Вот там рюкзак лежит. Спальник лежит.
Ну и всякие другие предметы лежат. Вот. Так что тут хорошо. Термос вон там есть, лопата. Ладно, прикрою-ка я крышечкой, чтобы закипало побыстрее. Крышечкой, вот. А эту надо поднять, а то оно так вот удобнее будет. Ну ладно, пусть закипает. Тут вот снег. И тут тоже снег. Сейчас все растает. На печке-то. Вот так. Дыма нет, огонь там. Идем посмотрим, что с батареей солнечной. Как она там заряжается. Ну что ж, 60%. Не знаю, видите ли вы или нет. 60. Уже на 13% зарядилась. All Powers какой-то. Вот такая батарея. Maybe the best solar charger. Maybe. Как-то она заряжается от пасмурного неба-то. Вот какое небо. Сплошная облачность. Такой вот... О! Бабах! Это частенько такое происходит. Осыпается тут снег. Как бы он на эту батарею бы не осыпался. А вот шарики висят. Ну ладно, пойду кушать. Ну вот, тут вода дальше готовится. А это вот я заготовил чеснок и масло прям в тарелочку. Вон огни бенгальские зажигал вчера. А вот и пельмени. О, какие, пар идет. Сварились они. Запах пельменный, вкусный идет. Буду их... Вчера тоже ел. О, какие. По чуть-чуть, они не остынут. Будут пельмени. Сметаны, конечно, нет, жалко, и уксуса. Люблю я с уксусом пельмени есть. Сейчас половину пельменей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Теперь по 8 в каждой. Это пускай тут стоит под крышкой. Возле печки. Здесь поставлю. Пусть оно там стоит. А я сейчас перец добавлю. Побольше перца. Острый перец. Ну, посолю немного, да. Посолю еще чуть-чуть. Да, соль открыть. Ну, тоже можно, в принципе, одной рукой. Вот. Солю немного. Крупная соль. Так, вот и все, можно есть. Вот такие вот боты. Это ботинки Sorel. Если б не эти ботинки, я бы сюда не дошел. Это 100%. Тут что? О, красота.
И тут заливаю вот сюда. Это чай будет. Очень хорошо. Чайник что-то перевернулся. Вот она сломалась, эта палочка. Ну вот так вот. Кухня. В тепле сижу. Сейчас пельмени буду есть. Очень вкусные. Помешать надо, чтоб масло-то разошлось. Пусть расходится там. И перец разойдется, и чеснок. Чеснок куда-то у меня потерялся в куче продуктов. Ну, сейчас поем пообильней, посытней, чтоб силы были. Тоже титановая миска, хорошая, удобная такая. Титановая ловилка, ложка-вилка. Все титановое, кроме чайника и термоса. Ну и трубы вот этой вот спермалоя. Ну, нож, конечно, стальной. В общем, вот такая вот ситуация.